Но у меня в семье всегда все друг друга ограничивали, все всегда не то, все всегда не так. Все, вот, я говорю, вот ограничения, у меня мама из-за этого до сих пор в эконом-режиме жестко. У меня мама в эконом-режиме жестко, просто я из-за этого не могу и подарки хорошие сделать. Она их не принимает. Я говорю, мам, это тебе. Она говорит, не-не-не-не-не-не. Я говорю, мам, это тебе. Она говорит, не-не-не-не-не. Я говорю, мам, это кешью, успокойся. 100 грамм с чаем, с медом попей. Ей всегда бешеные деньги. Что бы я ни дарил, не делал, это бешеные деньги, бешеные деньги. Давай уже прививку от бешенства тогда тебе сделаем, мам. Ну невозможно в таком режиме жить, ну невозможно. И мне кажется, это не только проблема моей семьи. Вот поаплодируйте, кто вообще вырос в небогатой семье. Мы все выросли в одной семье, вы понимаете? Под названием Россия. Действительно, мы как будто выросли все в одной большой семье. Правда, как будто бы... Вот я не хочу за всех отвечать, но я как представитель мужской субкультуры, я бы хотел немножко. Мне кажется, я не настаиваю, это моя точка зрения, я никому ее не навязываю, но мне кажется, мужчин в этой стране не ценят. И мне кажется, мы сами себя тоже не ценим. И нам надо как-то из этого выбираться. Самый яркий... Чисто один мужик со мной солидарен.